15 февраля на сайте Meta Facebook появилась просто шокирующая новость для тех, кто пользуется техникой Apple. И если учитывать, что Apple столько усилий прикладывает для того, чтобы все хотели технику, это особенно владельцы бизнеса, что это очень так удобно, круто, все работает, ничего не зависает. И то, что сейчас появилось на сайте Meta, поставило просто огромнейший минус в сторону техники Apple. Итак, что это за новость и кого она затронет? Дело в том, что теперь те, кто пользуется приложением Facebook и Instagram и пользуются непосредственно кнопкой «Продвигать» для того, чтобы рекламировать по этой кнопке свои посты или Reels, будут платить за рекламу на 30% больше. Послушайте, 30% это большая достаточно сумма, если учитывать, что есть еще налог на рекламу. То есть представьте, вы хотите вложить в рекламу 100 евро. Из них 30% у вас заберет Apple, потому что они внедрили функцию, за обслуживание приложения, они хотят брать дополнительную плату. Получается, 30 евро вы отдали Apple, там 10 или 20 евро у вас взяли за налог на рекламу, и у вас остаются 50 евро, на которые вы продвигаете свои посты. Просто если это брать еще в таких размерах более крупных, когда вы вкладываете в рекламу не 100 евро, а 1000 евро, и вам 300 евро нужно заплатить просто Apple за то, что они обслуживают приложение Instagram или Facebook, то вы понимаете, наверное, что эта сумма колоссальная. Но для того, чтобы не платить эти 30%, вам достаточно знать 4 лайфхака, о которых я расскажу в этом видео. Для тех, кто меня не знает, хочу напомнить, меня зовут Галина Горбань, у меня есть подкаст «Инстаправда», в котором я рассказываю правду о продвижении и бизнесе в Instagram. Я SMM-специалист, таргетолог с опытом работы более 10 лет. Итак, давайте еще немножко посмотрим эту новость, что вообще говорит Meta. Они подчеркивают, что эту плату за обслуживание удерживает Apple, а не Meta. Чтобы вы не думали, что это Facebook, реклама подорожала. Нет, это конкретно удерживает Meta, и они не могут ничего с этим сделать. Как вариант, они предлагают, что мы должны либо соблюдать правила Apple, либо мы должны удалять эту функцию продвижения постов. Но удалять не сильно хочется, потому что люди на самом деле активно используют, особенно те, кто не хочет вникать вообще в Ads Manager, что это такое, рекламные функции, какие еще есть у Facebook. Это очень простая функция для того, чтобы уже сразу запустить рекламу. И, конечно же, Meta не хочет удалять, потому что это удобно для людей, но это выгодно для самой компании, потому что многие люди, особенно малый бизнес, они активно используют эту кнопку. Но есть, конечно же, такие рекомендации, лайфхаки. Можно купить Android, по кнопке продвигать посты или Reels, но я думаю, что для тех, кто любит и ценит технику Apple, это не совсем вариант. Что же делать? Давайте я вам перечислю этот лайфхак. Первый, это такой достаточно шуточный лайфхак, это поменять Apple iPhone на Android. Второй лайфхак, давайте его разберем. Вы можете настраивать рекламу через Ads Manager. То есть через полноценный функционал Facebook вы можете настраивать рекламу, рекламировать свой же Instagram, даже вытягивать эти посты, тоже их рекламировать, и тогда вы не будете платить эти лишние 30%. Если вы не знаете, как это делать, для вас это что-то такое очень сложное, страшное, и вы никогда не видели в жизни Ads Manager или когда-то видели, но уже все забыли, то я создала пошаговую инструкцию. Бери и делай, специально для владельцев бизнеса, для тех, кто хочет попробовать рекламироваться через Ads Manager, ни разу не пробовала, либо пробовал и забыл. Поэтому ссылочку на эту инструкцию я оставлю под этим видео. Просто берете и пошагово все делаете, как в инструкции, у вас точно получится. И, конечно, не будете платить лишние 30%, которые будут платить другие по кнопке «Продвигать». Кстати, это изменение в феврале уже будет введено на территории США, а в других странах в течение года. Поэтому не думайте, что если у вас сейчас все хорошо, то это не будет. То есть это уже все принято, и Facebook, Meta уже это сообщил своим пользователям. Третий лайфхак. Вы можете продвигать посты, но не через приложение на телефоне, а вы можете зайти в свой Instagram, например, через компьютер и найти этот пост и тоже попробовать продвигать пост. То есть эта же кнопочка, она доступна и в браузерной версии, потому что когда вы используете именно браузерную версию, неважно, это вы используете ее с компьютера, либо вы зашли в браузер с телефона, не само приложение, то тогда плата эта 30% Apple не будет стягивать. То есть смысл в том, что они
взимают плату за обслуживание приложения, а если вы на сайте Facebook или на сайте Instagram, то эта плата не будет сниматься. Четвертый лайфхак – это вы можете использовать предоплаченный баланс. В кабинете Facebook есть такая функция, когда вы деньги кладете на счет и потом тратите на рекламу. И вот если вы положили на счет Facebook деньги с компьютера, то вы можете продвигать посты, используя вот этот предоплаченный баланс, уже даже используя продвижение постов через приложение Instagram или Facebook. Но так как у вас есть деньги на предоплаченном балансе, то Apple не будет взимать плату в размере 30%. Интересно очень, что вы думаете по этому поводу, по поводу изменений. Если вы настраиваете рекламу, любите кнопку «Продвигать» и у вас iPhone, то поделитесь своим мнением в комментариях, мне очень интересно. Если у вас есть какие-то сложности, не получается у вас настраивать рекламу через Ads Manager, то напоминаю, что ссылка на инструкцию под этим видео, а также вы всегда можете записаться ко мне на консультацию, и я помогу вам понять, какая вам нужна стратегия рекламной вашей деятельности и вообще какие есть настройки, как настраивать рекламу через Ads Manager. С вами была Галина Горбань. Увидимся в следующем видео.